Хотя мы живем в 21 веке, некоторые общины все еще застряли с традициями в старом времени. Некоторые традиции мистические, другие странные и мрачные. В мире с несколькими религиями, с большим количеством стран и ритуалов интересно наблюдать странные обычаи, странные традиции, смотреть на великолепные достопримечательности и пытаться понять, что, черт возьми, делают эти сумасшедшие люди. Жизнь с мертвыми является одной из самых странных и причудливых культур, замеченных во всем мире. Индонезийцы практикуют этот ритуал на протяжении тысячелетий. Люди здесь твердо верят в концепцию загробной жизни и делают что-то чрезвычайно странное с трупом. Здесь люди заворачивают мертвого человека в специальную одежду и хранят его в доме в течение нескольких месяцев, прежде чем уложить его на покой. Мало того, они относятся к ним как к живому члену семьи. Им приносят еду несколько раз в день. Тело усопшего ежедневно очищается раствором воды и формальдегида. В мертвое тело вводят формалин, который предотвращает дальнейшее разложение. После того, как друзья и родственники собрались в церемониальных местах, начинаются похороны, которые растягиваются на несколько дней. После похоронных торжеств тело не закапывают в землю, его помещают в ящик и хоронят в пещере. Если какой-либо ребенок умирает, тело подвешивается к скале толстой веревкой до тех пор, пока веревка не разрушится и гроб не упадет на землю. Люди считают, что этот ритуал обеспечивает удачу умершему. Члены семьи даже позируют спокойными для нового семейного портрета. Каждый год в августе их семьи возвращаются в пещеры, вынимают тело и снова переодевают для новых портретов. Эта странная культурная практика известна как церемония очистки тел на ежегодном фестивале в Манене. Ритуал называется «Похищение невесты» в Кыргызстане. Похищение девушки является законным. Да, вы правильно расслышали. Этому же странному обычаю следуют и римские цыгане. Похищение невесты или брак путем похищения практиковались во всем мире на протяжении всей истории. В большинстве стран брак путем похищения называется сексуальным преступлением, а не законной формой брака. Похищение невесты в Кыргызстане также означает, что вы завоевали ее сердце и получили право жениться на ней. Ритуал заключается в том, что мужчина похищает девушку с помощью своих друзей и просит согласия родителей позже. Мужчинам также разрешается держать девушку в качестве заложницы в течение 4-5 дней. На самом деле крадут, как я поняла, потенциальную невесту, а не состоявшуюся. Этот странный обычай похищения невест вынуждает девушку принять своего похитителя. Если она откажется, ее больше никогда не будут рассматривать для замужества. Ритуал называется «Ала-качуу», что переводится как «хватай и беги». А еще в Кыргызстане существует наказание сроком до 10 лет лишения свободы за кражу несовершеннолетней невесты и штраф до $3000. Почернение жениха и невесты. Веселье перед свадьбой звучит здорово, но эта предсвадебная традиция в Шотландии не очень нравится невестам, да и женихам, я думаю, тоже. Этот странный обычай включает в себя бросание в молодоженов испорченного молока, тухлых яиц и всего прочего. Жениха и невесту забирают друзья, а затем они обливают их краской или клейкой сажей. Когда они полностью покрыты такими вещами, их выставляют на показ всему городу. Чем именно их забрасывать, в правилах не описано. Просто паре должно быть некомфортно и грязно. Почернение жениха и невесты отмечается в сельских районах Северных островов и Северо-Восточной Шотландии. Происхождение этой причудливой традиции неизвестно, однако считается, что он развился из шотландского ритуала, называемого мытьем ног. Люди, следующие ритуалу, считают, что эта странная традиция готовит жениха и невесту к их новой жизни и предстоящим семейным проблемам. Отрезание пальцев, когда кто-то умирает. Смерть члена семьи в Индонезии не только причиняет эмоциональную боль женщинам, но и физическую боль. Женщины из этого племени выражают свое горе, отрезая часть пальцев. Это делается для удовлетворения призраков предков. Перед ампутацией пальцы связывают веревкой в течение почти 30 минут, чтобы сделать их мягкими и онемевшими. После ампутации кончики пальцев обжигаются. Но почему только женщины? Что еще более шокирует, так это то, что эта причудливая традиция все еще соблюдается в некоторых частях Индонезии. Обычай не мыться и не ходить в течение 3 дней после свадьбы. Теперь этот забавный обычай, которому следует племя Тидонг, может вас удивить. Эта странная культурная практика из Северного Борно не позволяет молодоженам пользоваться ванной комнатой в течение 3 дней. Да, сразу после свадьбы молодоженам запрещено купаться, мочиться и испражняться. Племя считает, что этот хромой обычай ведет к счастливой и плодородной супружеской жизни. Если эта традиция будет нарушена, это может привести к невезению. Никакой дефекации или мочеиспускания в течение 3 дней.
Семьи жениха и невесты в эти дни делают все возможное, чтобы пара пила очень небольшое количество воды и практически ничего не ела. Своеобразный детокс, в общем. Ношение шейных колец – еще одна самая странная культура в мире, которую соблюдают только женщины. Этой кольцевой традиции в основном следует таиландское племя Карен. Согласно этому ритуалу, медные кольца наматываются вокруг шеи женщин с 2-3-летнего возраста, чтобы получить длинную шею, потому что большая шея указывает на символ элегантности и красоты. Все больше и больше колец добавляется по мере их взросления. На протяжении веков молодые девушки племени претерпевают этот болезненный процесс. Первоначально одно латунное кольцо оборачивается вокруг шеи девушки, когда кости гибкие и маленькие. По мере того, как она растет, каждые несколько лет добавляется больше колец. Легенда гласит, что это латунное кольцо защищает женщин от нападения тигров. Это также защищает их от мужчин других племен, уменьшая их красоту. Их вытянутая шея всего лишь иллюзия. Их шеи не увеличиваются в длину, но вес кольца давит вниз и сжимает грудную клетку, заставляя плечи проседать. Каково бы ни было происхождение, растянутая шея идентифицирует этих женщин как падаун. Однако многие люди в Таиланде считают эту традицию безумной модой, которая должна быть запрещена. Хранение волос мертвых. Этой старой причудливой традиции в Китае следует община Мяо. Хотя в общине осталось всего от 5 до 6 тысяч человек, традиция все еще практикуется и укрепляется. Этот необычный обычай, старинная культура заключается в том, чтобы плести из волос мертвых парик. Мало того, женщины сохраняют свои выпадающие при расчесывании волосинки, чтобы потом также сплести парик. Шиньоны представляют собой тщательно сплетенные круглые рогообразные головные уборы. Каждый сотканный парик передается из поколения в поколение и включает в себя не только пряжу и шпагат, но и волосы предков женского пола, которым, как утверждается, сотни лет. Эти парики затем надеваются на большие праздники и свадьбы. Даже мужчины, принадлежащие к общине Мяо, когда-то следовали этой практике, но они не могли справиться с длинными волосами и оставили эту традицию. Вегетарианский фестиваль в Таиланде. Каждый год в Таиланде на Пхукете организуется 9-дневный вегетарианский фестиваль. Эта культура в октябре празднует воздержание от мяса в течение 9-го лунного месяца китайского календаря. Во время этого мероприятия люди строго соблюдают вегетарианскую диету, чтобы приманить удачу. Кроме того, люди ходят по городу с мечами, иглами и ножами, воткнутыми в тело. Они верят, что делая это, Бог проявляется в них и спасает их от невезения. Вегетарианский фестиваль в основном известен яркими изображениями женщин и мужчин с ртами, прорезанными пистолетами и большими клинками. Жуть! Связывание ног в Китае. Список самых странных культур со всего мира не был бы таким полным без упоминания странной практики связывания ног в Китае. Практикуемая в Китае традиция связанных ног считается символом красоты. На протяжении веков молодые девушки в Китае проходили через болезненный процесс связывания ног. По традиции ноги молодых девушек заворачивали в тугие бинты, ломая им кости. Подсчитано, что к XIX веку почти 50% китайских женщин имели связанные ноги. Они же лотосные стопы. Было много попыток положить конец этой традиции во время династии Цин в 1664 году, но они претерпели неудачу. Однако этот странный ритуал теперь запрещен, потому что он может парализовать девушку навсегда. Перчатки для муравьев – пуль. В каждой стране есть свой ритуал приема молодых людей во взрослую жизнь. В Америке или других странах, где 16-летие празднуется с вечеринкой, возраст 16 исключительно болезненный для людей с Этеры Мави в Амазонке. Маленькие мальчики должны доказать свой возраст, следуя болезненной традиции. Когда мальчик становится половозрелым, он выходит с знахарем, чтобы найти муравьев пуль. Известно, что муравьи-пули, или по-научному Парапанера клавата, имеют самое токсичное жало в мире. Молодые люди собирают муравьев и одурманивают их дымом. Затем они помещают муравьев внутрь перчатки. Когда муравьи просыпаются, они становятся агрессивными и жалят руки. Говорят, что жало этих муравьев можно сравнить с пулей, попадающей в плоть. Пока они причиняют эту боль, молодые люди исполняют ритуальный танец в течение 10-15 минут. Мужчина с Этерой Мави должен выполнить этот ритуал не менее 20 раз в своей жизни.